ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу компания Zeekr представила седан 007. Четвертая по счету модель марки интересна тем, что это первый седан. Инженерам дали свободу, и они внедрили в свое детище немало инноваций. Его начальную комплектацию с электромотором на 421 лошадиных сил и разгоном до 100 км в час за 5,4 секунды оценили в Китае 229 900 юаней или 32 тысячи долларов. Zeekr 007 имеет в основе платформу PMA2+. Эта же тележка лежит в основе прочих моделей Zeekr. Алюминиевый кузов создан с помощью технологии литья под давлением 11200 тонн. В результате его жесткость накручения составляет 36 тысяч ньютон-метр на градус. Для сравнения, этот показатель у Pagani Zonda F 27 тысяч, а у Porsche Carrera GT 26 тысяч. Такие показатели совсем не рекламный ход. Дело в том, что дизайнеры объединили секцию панорамной крыши и заднее стекло. В результате сплошная поверхность начинается от центральных стоек и доходит до крышки багажника. Это создает невероятное чувство простора и проблемы для инженеров. Чтобы автомобиль соответствовал всем современным нормам безопасности, заднюю часть кузова, особенно стойки, нужно усиливать, чтобы они не деформировались при опрокидывании или боковом ударе. Судя по всему, китайцы справились с задачей. На 007 установлен литий-железо, фосфатный аккумулятор емкостью 75 кВт-часа под названием Golden Battery. Это собственная технология Zeekr. Она стала популярной благодаря своей безопасности. Важно и то, что таким батареям не требуется специальное обслуживание, а работать они могут более 10 лет. При этом она еще быстро заряжается. Заправка на 80% занимает 15 минут. Компания утверждает, что это самый лучший показатель среди всех седанов с такими батареями. Что касается запаса хода, то он равен 688 километрам. А комплектация с батареями Killing компании Kettle может похвастаться дальностью хода на 870 километров. Покупателям предлагают две модификации. Базовый заднеприводный седан располагает одним электромотором отдачей 421 лошадиных сил. В полноприводном варианте 646 лошадей. Разгон до 100 км в час в моноприводной версии занимает 5,4 секунды, а седан со всеми ведущими справляется с этой задачей за 2,84 секунды. При этом 007 достаточно тяжел. Снаряженная масса обеих версий равна 2150 килограммам и 2280 килограммов соответственно. Внешний автомобиль выделяется интересным решением под названием Zeekr Stargate. Это интеллектуальная световая полоса в передней части, состоящая из 1711 светодиодов. Она совмещает габаритные огни, матричные фары и противотуманки. В зависимости от условий движения полоса может изменять форму и интенсивность потока света. Это позволяет не слепить водителей встречных машин, подсвечивать обочину. Да и, конечно, водитель Zeekr 007 видит все вокруг. Кроме того, он может вывести на панель слова и символы. Таким образом, можно разговаривать с пешеходами или другими участниками движения. Световые эффекты помогут не только создать атмосферу праздника, но и сделают автомобиль заметнее на дороге. А это повысит безопасность, как считают представители компании. Огромная панорамная крыша дарит водителю и пассажирам чувство простора в салоне. Но в целом интерьер выполнен в классическом для китайских электрокаров стиле. В центре 15,5-дюймовый вращаемый сенсорный экран. На нем сосредоточены все функции вождения автомобиля и мультимедийной системы. Управление мультимедийной системой можно с помощью сенсорных клавиш на двухспицевом руле. Софт поддерживает технологию искусственного интеллекта GPT, что позволяет Zeekr 007
понимать голосовые команды и предлагать музыку, искать новости в зависимости от предпочтений владельца. Также система может составлять расписание на день. Приборная панель небольшая, однако проекция на лобовое стекло огромная – 35,5 дюймов. Кресла обтянуты кожей Напа, они имеют подогрев и массаж. Zikr 007 оснащен 12 камерами высокой четкости, лидаром, 5-миллиметровыми радарами волн и 12 ультразвуковыми радарами. Собираемые данные обрабатывает чип NVIDIA Orin X вычислительной мощностью 508 ТОПС. Такой набор позволил внедрить функцию разумной парковки без участия водителя автопилотом Zikr Pilot. Седан сам выбирает парковочное место и занимает его. Человек при этом может находиться рядом с машиной или вообще уйти по своим делам. Лидар сканирует окружающую обстановку на расстоянии до 200 метров и создает трехмерную модель окружающего пространства. Камеры отслеживают размещение автомобиля по дороге, а также видят других участников движения. Радары измеряют расстояние до разных объектов. В будущем система будет использовать и данные дорожной инфраструктуры. В настоящее время ее активно внедряют в Поднебесную. Весь этот комплекс позволит Zikr 007 самостоятельно двигаться по трассе, безопасно перестраиваться, совершать обгоны и останавливаться на светофорах. По размерам китайская четырехдверка в длину 4865 мм, в ширину 1900, высота 1450, а размер колесной базы составляет 2928 мм. Для нового электроседана доступны два варианта колес на 19 и 20 дюймов. Седан будет доступен в 4 вариантах отделки и с 6 опциональными пакетами оборудования и функций. С появлением Zikr 007 китайский автопром поднялся еще на одну строчку. Азиаты уже не отстают от европейцев и американцев. Они их опережают, причем и по дизайну, и по технологиям. Поэтому 007 точно потеснит лидеров рынка электромобилей, таких как Tesla и Mercedes-Benz. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.